Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, неделя с 14 по 20 августа. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем реалистами. Любой прогноз – это лишь прогноз. Реальность часто бывает другая. Но я надеюсь, что мы первое проведем с вами приятное время. Ну а второе, поскольку вы люди интуитивные, какой-то инсайт все равно вы получите для себя. Может быть, как альтернативный вариант, рассмотрите какую-то ситуацию, проиграете ее, как будто на пару шагов вперед, и какая-то подсказка к вам тоже придет. Давайте узнаем. Первую карту достанем. Это будет у нас вопрос, что важно знать или что для вас будет в приоритете, основным событием, может быть, на неделе, чему придется уделять больше внимания. Итак, что важно знать? Чего не избежать или возможные неожиданности на неделе? Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать? Давайте это узнаем. Что от меня скрыто? И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, посмотрим энергию. Что по финансам, как сложится неделя? И что у нас будет в личной жизни? Давайте будем узнавать, что важно знать. Колесница, для кого-то поездки, переезды. Может быть и так, смена вашей сферы деятельности, смена какой-то жизненной эпохи у кого-то и так проиграется. Или сами по себе перемены, о чем говорит карта. Не оглядывайся назад, это первое. Что-то уходит из вашей жизни, словно пространство может собирать. И это старший аркан. Когда старшие арканы, мы всегда говорим, обстоятельства на нас влияют, так и на вас какая-то обстановка влияет. Может быть, это новая обстановка, может быть, она и прежняя где-то, на прежнем месте. Ну, значит, есть изменения. Даже я, к примеру, хочу сказать, на вашей работе меняется руководство, да, и, как мы говорим, новая метла по-новому метет. Значит, будут какие-то перемены, и вам придется что-то учитывать. Или ваш собственный какой-то план, какая-то задумка, тоже вы ее осуществляете, приводите в действие. Или вы решили, что будете что-то менять и делаете первые шаги. Вот это, что ни возьми, это карта большого вдохновения, когда мы с упоением чем-то занимаемся. Главное, для нас интерес есть. Хочется двигаться вперед. Отчасти и не хочется оглядываться назад, хотя назад нас еще может по этой карте тянуть. Поэтому нам и говорят, что если что-то уходит из твоей жизни, отпускай. Это для того, чтобы место освободилось для чего-то нового. И умело взаимодействуй со всем тем, включая информацию, новых людей, возможности, что приходит на твой порог. Вот здесь надо просто прочувствовать, что у вас сейчас какой-то, может быть, очень интересный момент в жизни или какие-то перемены, словно пространство может вас либо вам помогать, либо вас к ним подталкивать. Вот такое тоже может проиграться. А для кого-то буквально поездка. Может быть, и не так далеко, но нужно решить какой-то вопрос, собраться и поехать. И значит, в решаемом вами вопросе тоже какие-то перспективы для вас будут наперед. Вот есть карта прогресса, то есть значение прогресса в этой карте, потому что всегда нам говорят, что мы словно открываем себе либо мир заново, либо какие-то возможности. Интересная неделя, мои дорогие рыбы и рыбки. Давайте чего не избежать. Мы можем не избежать усталости, кстати, и каких-то новых форм предложения. Мы можем где-то так, знаете, нам захочется расслабиться, или мы себе надумали, что возможности должны прийти каким-то определенным образом, а здесь вдруг внезапное какое-то предложение, или какие-то обстоятельства к вам внезапно приходят, или вы оказываетесь в такой обстановке. И знаете, какова бы ни была ситуация, для вас именно будут какие-то возможности. Все же нам тут кубок предлагают, ну, наверное, как туз кубков. И наша задача где-то не захандрить, не долго раздумывая, скорее с чем-то согласиться. Потом мы разберемся. А с учетом карты колесница,
Но чего-то не прошляпить, я бы сказала, мои дорогие. Чего не избежать будет важно. Давайте мы посмотрим, чему сейчас не время. Ну, правда, по значению дополняет старший аркан повешенного как раз карту четверку кубков, когда это может быть как хандра или намного прозаичнее. Я встал не с той ноги, но я понимаю, на неделе, наверное, невозможно 7 раз встать не с той ноги. Но определенно есть, знаете, когда какая-то мелочь нас может словно выводить из себя. Или, ну вот нет настроения, нет вдохновения, вот чего-то нет, да, пойду поищу, называется. И в тот момент, когда как раз у нас новые возможности открываются, мы можем так немножко сдать назад. И карта говорит нам, этому не время находиться в каком-то подвешенном состоянии. Не время, кстати, ожидать, что что-то изменится само. Может быть, вы находитесь где-то вот в этом переходном периоде, как на пороге каких-то событий. Но с другой стороны, мы никому ничего и, ну, знаете, не обещаем так глобально, чтобы не попасть в какую-то зависимую ситуацию. Вот будьте с этим тоже аккуратны. Но и сказать, что в состоянии стопора какого-то находиться или ожидать, что, допустим, нам кто-либо что-то пообещал и обязательно исполнит, ну, наверное, нет. Тут больше мы надеемся сами на себя. Будьте внимательны, чему сейчас не время. Не время останавливаться, в принципе, сбавлять какие-то словно обороты. Наверное, по предыдущей неделе, как у вас шла жизнь, может быть, вы и устали, но вот этот ритм, скорее всего, нам надо просто продолжать, мои дорогие рыбы и рыбки. Что нам будет помогать? Правда, у кого-то может проиграться банальная усталость, потому что по семерке жезлов иногда проигрывается, ну, иногда и конфликты, иногда словно спор, соревнование или конкурс какой-то. И по этой карте мы запросто этот конкурс можем пройти, но чаще эта карта говорит как раз о соревновании, да, или мы будем говорить, что, знаете, мы можем оказаться в той обстановке, когда люди между собой выясняют отношения или на нас пытаются воздействовать, чтобы мы приняли чью-то сторону, кого-то поддержали или кому-то оказали помощь. А карта говорит: нет, держись сторонним наблюдателем, и это вам будет помогать. Мы не можем, может быть, знаете, обстановка сложилась таким образом вокруг вас, что вам как раз и вы чувствуете, что мне нужно быть этим сторонним наблюдателем. Так будьте им, но это не повод для того, чтобы от чего-то отказаться для себя со знаком плюс, понимаете? Видимо, улучшить момент в хорошем смысле, когда что-то для меня важное приходит на порог. И вот это не пропустить для вас ведь тоже будет важно. Так и не начать включаться в те вопросы, которые больше интересны кому-то, вот как по семерке жезлов. И тогда мы можем, например, дать кому-то обещание, словно в какие-то обязательства, ну так вот выйти, и потом мы себя словно сковали, вот как по карте повешенного, в какие-то рамки поставили сами, собственноручно. И вот такого тоже не должно быть. Поэтому предельное внимание где-то на этой неделе вам явно будет помогать. И лучше отступить полшага назад или иметь какой-то запасной аэродром, прежде чем оценить. Мне лично эта ситуация интересна. Для меня будет какой-то прогресс или нет, или это нужно конкретно людям. Вот эти полшага назад, они для вас могут быть очень важны, чтобы правильно оценить обстановку. Вот это будет важно. А обстановка по карте колесница может напоминать, мои дорогие рыбы и рыбки, американские горки. У кого-то так, у кого-то и поспокойней, кстати, и нам карта об этом тоже говорит, а у кого-то динамика будет такая очень быстрая, от быстрого к очень быстрому. Что от нас скрыто? Король мечей. Вы знаете, я бы сказала так. По этой карте проходят люди, которые наделены властью. Или чиновники высокого ранга. Любые какие-то инстанции, куда мы обращаемся, ну, как и банки, например, да. Или мы где-то осуществляем согласование, то, что касается вопросов нашего либо благополучия, либо юриспруденции какой-то, ну вот, или оформления. Что скрыто? Где-то мы можем столкнуться с такими людьми, и тогда нам карта говорит,
ты должен владеть полностью информацией. Для тебя ты не можешь расслабиться. Может быть, как раз нам кажется, что какая-то ситуация либо разберется сама, или я сделаю что-то потом. А здесь как будто нужно сделать в моменте здесь и сейчас. Особенно все то, что касается какой-то конкретики документально-юридической, я бы сказала. Все же мы не подвергаем себя риску по этой карте. Иногда для того, чтобы правильно оценить обстановку, это нам карта еще также говорит, найти информацию, может быть, обратиться к юристу или обратиться к людям более знающим, которые занимают пост. Часто это проходит. У кого-то это может быть, когда вынужден обратиться к врачу, проходят и узкие специалисты, буквально, когда, ну, это может быть как люди, работающие с металлом, есть такое, да, предположим, дома мы что-то реорганизовываем или делаем ремонт, хотя тут не совсем нам про это, но вполне себе может быть с картой колесница. И тогда просто банально мы будем обсуждать какой-то вопрос, как его лучше устроить. Но чтобы для нас не было ничего скрытого, рационализм нам точно будет помогать. А если мы в чем-то не уверены, мы должны докопаться до сути и знать, что же есть правда, истина. Для нас в принципе не должно быть тайн на этой неделе. Для вас любая ситуация должна быть словно прояснена окончательно. Ничего не можем, ну, словно упустить из виду, иначе где-то можем попасть, как с одной стороны, в какие-то зависимые обязательства, с другой стороны, в какую-то, ну, застывшую, словно, обстановку, когда мы чего-то ждем, понимаете, а есть динамика. Поэтому тут вот у каждого по-своему проиграется. Ну, а кто-то может столкнуться с человеком, который наделен властью, и тогда будьте аккуратны тоже, если есть необходимость поговорить, или, может быть, так условия нас столкнут с человеком, который тоже достаточно властный, но тогда мы не можем бросать словно слова на ветер. Каждое слово мы должны продумать, прежде чем его произнести, потому что мы себе не должны навредить. Иногда по этой карте проходят, я уже сказала, представители закона, представители законной власти, и любое наше слово, ну как-то, чтобы оно не было неправильно истолковано, поэтому будьте предельно внимательны, если вдруг в такой ситуации вы окажетесь. Понятно, что законы не нарушаем, правда, у кого-то может быть усталость. И тем не менее, нам говорит карта с учетом семерки жезлов, не впрягайся буквально во все мыслимые и немыслимые работы. Где-то удели внимание самому себе. Режим труда и отдыха, хорошенько выспаться для начала и правильно распределить собственные силы для вас будет важным. С другой стороны, по этой карте это 10. Какой-то итог мы словно получаем. И у вас может быть как завершение. Если вы на предыдущей неделе, например, оформляли какие-то документы, то вполне вероятно, где-то на этой неделе уже словно конец близок. Или что-то вы можете как согласование получить или завершить. Вот такое тоже может быть. Но работы будет либо работы много, либо событий, мои дорогие рыбы и рыбки, будет много на этой неделе, поэтому может быть и усталость. Поэтому нам и карты говорят, что больше внимания все же, ну, мы сами себе уделяем на этой неделе. И правда, у кого-то, посмотрите, у вас и старшие арканы выпадают оба, как колесница и повешенный. Причем это карта скорости, а это как раз когда ничего не движется. Видимо, какие-то вопросы словно на паузе могут застрять, а какие-то будут развиваться вихреобразно. И поэтому и усталость будет. Поэтому и внимание наше, оно предполагается. Что по финансам? Должно быть все просчитано, правда. Мы не должны собой рисковать. Семерка кубков нам говорит буквально остановись. 7 это по нумерологии всегда пауза, статика. Мы как будто, если поспешим, можем что-то себе с минусом уготовить. Перед нами много перспектив в принципе открывается, но правильно распределить финансы, видимо, на эту неделю будет полезным таким качеством. Не время тратить деньги, я бы сказала, вообще. Больше сохраняем. И как будто возможно, какой-то ваш
проект или то, что вы хотите осуществить, говорит нам о том, в последующем деньги понадобятся на что-то, вполне вероятно. Поэтому где-то не очароваться чем-то, чтобы потом не разочароваться именно в плане финансов. Об этом нам тоже говорит семерка кубков. В личной жизни какой-то выбор, двойка мечей, который мы делаем именно, знаете, так, хладнокровно, холодным умом. Здесь нам не про эмоции ни разу, не про, ну, вы не про доброту, не про сердечность, а именно про какой-то такой, знаете, рационализм. Может быть, отчасти жесткий и совершенно не, знаете, не предвзятый, как будто как развилка судьбы, и мы сейчас что-то очень важное, или что-то у вас может быть на этой неделе, может быть один вопрос, но он словно козырь стоит у вас на пороге, и вам нужно с чем-то определиться. И тогда мы должны это сделать, какой-то свой выбор, или это может быть людей касаться у вас на личную жизнь, и у кого-то это может быть и любовная история какая-то, да, а у кого-то, я так думаю, ведь это не только про любовь, личная жизнь, это еще и наши амбиции, это наши планы, это наше окружение. И, может быть, по поводу какого-то человека вы начнете раздумывать. Может быть, какой-то человек себя так повел не очень красиво, заставил вас уйти в подобные мысли, и вам нужно будет принять тогда правильную стратегию, тактику. Для кого-то из вас будет вообще, в принципе, смена окружения, ведь по карте колесницы такое тоже может быть. И кто мне друг, кто мне враг, а кто так, вы попросту вот такими вопросами можете задаться на этой неделе. И здесь для нас эмоции плохой советчик. Здесь именно больше, знаете, как будто если избрали какой-то один фарватер, то мы на попятной, как будто в два направления мы пойти не можем. Здесь мы должны четко для себя что-то выяснить, понять, чтобы в последующем какую-то, возможно, и ошибку не совершить. Поэтому где-то вам рационализм, не случайно у нас 2 мечевые карты на этой неделе, не подвергать, я бы сказала, все же себя риску и вовремя полшага назад отступить, это вам будет в помощь, мои дорогие рыбы и рыбки, несмотря на то, что сама по себе карта колесница, она очень добрая и как бы вносит интерес в нашу жизнь, динамику. Но разные события могут прийти на наш порог, и с чем-то вам придется определяться или с кем-то. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.